Hello, beautiful, вы на канале Twinkie Time. Сегодня мы смотрим демку очередной визуальной новеллы в хоррор вроде как жанре Reflections of the Void. Я надеюсь, что я не буду с заплетающимся языком, потому что я только что прошла еще одну визуалку. И да, это тяжело так много читать. Привет, меня зовут Эмили, я здесь, чтобы рассказать тебе историю о тех немногих, кому удалось выжить. Много лет назад привычный наш мир перестал существовать. Возгласы сотен невинных жертв все еще раздаются в моей голове. Но не думай, что я тебе все сразу выложу. Если хочешь узнать, что пережили главные герои этой истории, тебе придется увидеть все самой. Прогресс прохождения ты сможешь отслеживать в разделе концовки. Там также, да? Понятно. Ой-ой-ой, громко как. Я чуть-чуть убавила звук. Новая игра. Ух ты, прикольно, кстати. Прикольно выглядит, мне нравится. День 1. Надеюсь, он не сильно громко. Не, ну это как-то... Проклятый звук утихнет только когда я полностью проснусь. Мать обычно читала мне нотации, когда я долго не просыпалась, а теперь я бы мог вставать, когда захочу. Я за кого я играю? Ну, тут написано он, так что ладно. Когда захочу, если бы не... Кстати, о матери, сколько я уже живу один? Лет 10? Где-то валяется блокнот, где я веду подсчет дней. Найти блокнот. Ага, окей, найти блокнот. Это что такое? Чем мне искать прям уже, да? Я не вижу блокнот. Как-то он выделится хоть. Типа... Тут некоторые вещи выделяются, короче, я вижу. Типа вот планшет, вот там вот на столе что-то еще. А как-то мне нужно найти блокнот. Понятно. Ого, вот блокнот. День 4499. Целых 12 лет. Не думала, что я так долго один. Мне нужно успеть сделать всю рутинную работу до того, как выйдет время. Знать бы еще, где я ставил планшет. Я видела планшет там. Найти планшет. Назад. Вот он. Питательный рацион для 321. Сбор крови 235. Сегодня придется контактировать с теми, кто доставляет мне больше всего проблем. Ладно, если я не выполню работу, мне будет гораздо хуже. Возможно, завтрашний день я не смогу увидеть. Субъекты тут какие-то. Охренеть. Давай посмотрим. Субъект 552 10 лет, 17 лет, 18 лет. Это та женщина с обложечки. 13 лет, 9 лет. Распределен новый мир. 12 в новый мир, 8 в новый мир, 18 в новый мир, 17, 15. Жесть, все в новый мир. Не знаю, прочитаем или как? Субъект оптимисти... А мне к кому нужно еще раз? 3-2-1. Давай 3-2-1 прочитаем. Субъект имеет средние физические характеристики, без выраженного потенциала к развитию, эмоциональное состояние нестабильно, депрессия, агрессия, апатия, отсутствует интерес к обучению. Примечание. Субъект может проявлять агрессию в стрессовых ситуациях. Рекомендации: следует поддерживать дистанцию, использовать нейтральный тон в общении. Вау. Устав хранителя. Нарушение правил ведет к неминуемой гибели. Охренеть. Хранитель не должен выходить из дома. Хранитель обязан вставать по первой сирене, не разрешается проявлять эмоции, не может сближаться с подопечными. Вот это выглядит интересно. Внимание! Питательный рацион предназначен только для избранных. Еду хранитель может есть только он сам. Собирать кровь разрешается только у избранных. Уборка в назначенных комнатах обязательно. Каждая задача должна быть выполнена в условленный срок. Питательный рацион для 3-2-1. Выйти из комнаты. Эта картина, известная как «Последние мольбы», по легенде была написана после загадочного инцидента в одном из старых приютов для умалишенных. Говорят, что за одну ночь все пациенты бесследно исчезли, оставив после себя лишь отпечатки рук на стенах. Подожди, зайди обратно, я хочу покликать что-нибудь. Может, что-то найду. Вот. Мать ухаживала за Нексусами и подобрала у одного из них этот зуб. Она приподняла губу и показала мне свои боковые зубы, объяснив, что мои точно такие же. Я живу не напрасно, в отличие от Нексунов. Надеюсь, мне никогда не придется нажимать на эту кнопку. У меня нет на это времени.
Когда-то в одном доме жили лишь кровные родственники. Удивительно, как все может резко измениться. Вы, наверное, слышали, как у меня тут звуки вот эти вот пердит, гудит, вот это все фигня на улице. Мне это так донимает иногда, вы бы знали просто, как же оно громко. Я забыл, можно было подписать бумажку и стать родственниками. Спасибо. Ладно, фиг с тобой, выйти из комнаты. О! Так, стоп. Питательный. Мне нужно это все сделать? Или... сейчас типа уборка комнат, да? Сейчас 11, поэтому уборка комнат 4-5. А ну покажи. Давайте прочитаем про остальных. Субъект оптимистичен, легко адаптируется, но проявляет трудности в обучении. Его успехи ограничены, несмотря на позитивное отношение к процессу. Наивен и податлив, редко вступает в спор. Примечание. Из-за гиперактивности могут начаться проблемы со сном. Может пытаться навязать свое общение, любит быть в центре внимания. Рекомендации: нужно контролировать уровень возбуждения, чтобы избежать возможных проблем со сном. Субъект худощаво страдает от перепадов настроения, свойственная нездоровая бледность кожных покровов. Она прилагает усилия в учебе, демонстрирует хорошие результаты, несмотря на эмоциональную лобильность. Примечание. Субъект может быть скрытный и напористый и быстро распознает ложь, чрезмерно подозрительная. Рекомендации. Важно минимизировать общение, но открыто не игнорировать, так как это может повлечь за собой непредвиденные последствия. Субъект имеет отличное физическое и эмоциональное состояние, проявляет высокую любознательность и обучаемость, повышенный аппетит. Примечание. Субъект может нарушать установленные границы. Рекомендации: минимизировать общение, чтобы избежать возможного нарушения границ. Это моя еда, да, была? Я ее скушала. Я скушала свою еду назад. Вот. Сбор крови и уборка. Улыбка полуночи, согласно легенде, раскрывает того, кто наблюдает за тобой, пока ты спишь. Один коллекционер, владевший картиной, пытался сжечь ее, но на утро полотно осталось невредимым, оно снова висело на стене. Прикольно. 4-5-4. Кто у нас 4-5-4? Уборка в комнате 4... Уборка 4-5-4. У всех типа? Уборка комнат. 4-5-4 это кто? Девочка. Идем к девочке. Уборка. Долгие годы я находила для себя уборку чем-то успокаивающим. Мысли пропадали, в голове становилось тихо. А сейчас стоит мне взять швабру в руки, я ощущаю слабость и недомогание, будто все мое тело сопротивляется этой работе. Иногда я задумываюсь, а могло ли быть все иначе? Мне надо у нее кровь, сбор крови 2-3-5. Это ж не у нее сбор крови. Тут написано, что у 2-3-5 сбор крови. Она 4-5-4. Выйти из комнаты. Давайте дальше. 2-3-5. Вот, 2-3-5. Сбор крови. Кто это такая 2-3-5? Женщина вот эта. Девочка. Так, уборочка. Номер 2-3-5 теряет больше волос в день, чем когда-либо. Возможно, ее время скоро придет. Сбор крови. Номер 235. Сегодня я должен взять кровь. Пожалуйста, подойдите, протяните руку. Какой сегодня день? Вы тратите мое время, пожалуйста, протяните. Я правда... Сегодня ваш 6600 день жизни. Значит, в ближайшие дни я смогу выйти отсюда? Вам сообщали, когда именно? По моим подсчетам, я должна была выйти где-то месяц назад. Прошу прощения, однако я владею такой же информацией, что и вы. Я сообщу вам, когда время настанет. Я поняла вас. Агась, отнести кровь. Куда отнести? Положить пробирку в телепорт. В телепорт? Телепортируем кровь куда? Это же деть. Охренеть. Так, идем дальше убирать в комнатах. Идем дальше, убираем. Пустая комната, я так понимаю. Уборка. Давно здесь никого не было. Похоже, завтра мне привезут нового подопечного. Тут у нас что? Тоже пустая комната. Здесь чисто, я бы не хотел заселять сюда кого-либо из будущих подопечных. Эта комната пугает. Никогда не понимал, зачем нужны эти черные стеклянные квадраты. Реально, выходи отсюда. Безликий монарх. Самая старинная картина в доме. Она была обнаружена среди останков исчезнувшей цивилизации. Древний текст, написанный на обратной стороне полотна, был переведен как «Он взял больше, чем мог удержать, и теперь он ничто». 321.
Мне нужно 552. Во, 552 это ты. Корочка. Номер 552 никогда не заговаривал со мной первым и всегда отвечал сдержанно и односложно. Казалось, он не ненавидит меня, в отличие от остальных. Пора забрать еду для подопечных. В кухне, наверное, уже все готово. Да. Элиас Моргенштерн был одержим идеей запечатлеть нечто, что нельзя увидеть. Говорили, что он лишился рассудка, ведь часто твердил, будто кисть движется не по его воле, а сама картина просит быть написанной. Тень, воплотившая свет, стала одной из его самых загадочных работ. На ее поверхности мелкими буквами художник оставил предупреждение, шифр, который до сих пор остается неразгаданным. Так, идем. Ой, у меня голова от этого болит, правда. Работы Франциско де Веро были обнаружены в заброшенном доме, все его картины обрели популярность, кроме одной «Кровавый закат». В том же доме нашли дневник художника, в котором он писал, что каждое утро просыпался и замечал, одно из надгробий изменило свое положение. Я должен отнести питательный рацион номеру 321. Хорошо, стандартное меню я отнесу остальным, а сам поем, когда закончу оставшиеся дела. Так я уже поела вроде. Номер 321 сегодня. У вас по расписанию питательный рацион. Оставь и проваливай, урод. Осталось раздать стандартное меню всем остальным. Как же я проголодался, наконец-то можно поесть. Я не пробовал еду своих подопечных, но, судя по запаху, для меня выбирают более качественные ингредиенты. Конечно, им ведь необходимо, чтобы я хорошо работал и не свалился с ног раньше срока. Я справился с делами быстрее, чем обычно. Нужно идти спать. Правда, если я это сделаю очередной бессмысленный день, настанет сразу, как я раскрою веки. Может, попробовать осмотреться на улице? Нет, нельзя. В правилах не сказано, что я могу заходить дальше территории дома. Да и куда идти, там ничего нет. Мать говорила, что в тумане есть лишь пустота, в пустоте нет ничего. Да, пожалуй, мне лучше пойти спать. Выходим за пределы дома. Сохраниться можно? Сохраниться? Да. И продолжим. Выходи. Вы нарушили правила, это повлечет за собой необратимые последствия для сюжета. Как и ожидалось, сплошной туман. Буду ли я в безопасности, если зайду в эту серую дымку? Я никогда не нарушил правила дома, мне и в голову не приходило ослушаться мать. Ни разу в жизни. Но когда я стал хранителем этого дома и видел так много людей, все они действовали иррационально, пытались хитростью облегчить себе жизнь, как будто магнитом, притягивая желание нарушить правила. Мне такие мысли были чужды до недавних пор. Словно я начал понимать своих подопечных и перенимать некоторые их качества. Это глупо, да? Странно, я ощущал себя бодро, пока не вышел из дома. Может, это так свежий воздух действует на меня или длительная прогулка. Сколько я уже иду? Темнота так быстро начала обволакивать ветки деревьев и землю, даже туман исчез во мраке. Никогда не думал, что ночь способна наступить так быстро. Черт, мне не хватает дыхания, чтобы продолжить путь, надо отдохнуть. Сейчас уснет и проснется дома, да? Походу. Реал. Ой, фу, какая ужасная сирена. Как же раскалывается голова. И почему я в своей комнате? Казалось, еще минуту назад я шел по лесу, потом стемнело. Не понимаю, может, мне все это приснилось. Порой все дни смешиваются в один, и только мерзкий звук за окном напоминает мне о начале нового дня. О, окей. У меня кто-то новый есть? Никого не дали нового? Ну ладно. Так, уборка комнат 235, 321. Ну давай. 235, 321. 235. Уборка. 235 была самой старшей из всех моих подопечных, а также самой недоверчивой, что доставляло мне немало хлопот. «321, тут сбор крови, уборочка. 321 всегда был моим самым ненавистным подопечным. И хотя я понимал, что не имею права выбирать любимчиков и рассуждать субъективно, я ничего не мог с собой поделать. Мне было неприятно даже просто ступать на порог его комнаты, так сильно я его презирал. 321 сегодня должен взять кровь. Пожалуйста, подойди, протяните руку. Делай свое дело и проваливай, не выношу твою мерзкую рожу. Окей, относим кровь. Что тут у вас происходит? Окей, выходим из комнаты. Там. Нужно спуститься в подвал, забрать груз. Нельзя, чтобы он долго лежал. Спускаемся в подвал. Сколько бы я сюда ни спускался, я продолжаю ощущать этот отвратительный запах плесени и сжженной плоти. Кажется, с годами он становится сильнее. Что у вас тут происходит? Какой плоти? Ну, жжённой, очевидно, он же сказал. Обычно при приеме груза не возникало никаких проблем, но последний раз я делал это так давно, что начинаю нервничать. Груз приезжает в этой коробке.
Ёпересетешно. Что? Это не ребенок. Это какого хрена? Я никогда не... Они называют грузом детей. Я никогда не получала груз старше 14 лет. Что тут за хрень происходит вообще? Ее лицо, в отличие от остальных, не выражало ни капли страха, уголки губ были опущены вниз, а в глазах читалось печальное смирение. Сохраняем. Как будто она знала, зачем ее сюда привезли и чем все кончится. Но это невозможно, никто не знал. «Вытащи меня отсюда», уже все тело затекло. Пораженный тем, как мягко и одновременно властно звучал ее голос, я безмолвно повиновался. В конце концов, я должен был ее освободить и поселить в одну из комнат. Это было частью моей работы. Когда канат был развязан, я помог девушке выбраться из ящика, она внезапно застыла, любопытно разглядывая темный подвал. В аналогичных ситуациях с другими подопечными я ощущал себя более уверенно, пытался их успокоить, чтобы они приняли временное пребывание здесь. Но она явно не нуждалась в моей поддержке, более того, даже не смотрела в мою сторону, любопытно разглядывая старые стены подвала. «Следуйте за мной, я покажу вашу комнату. Там вы сможете отдохнуть и прийти в себя после долгой транспортировки». Эта фраза вылетела из моих уст множество раз, после этого процедура заселения проходила всегда одинаково. Но девушка не шелохнулась. Единственный источник света в темном подвале начал предательски давать сбой, из-за чего на мгновение воцарялась непроглядная тьма. «Сдохни», — говорит. О да, как красиво нарисовано, я грыбу, какая красивая рисовка. Господи, пустите мне по венам эту рисовку. Она, воспользовалась неисправным освещением, приблизилась ко мне так быстро, что ей глазом моргнуть не успел. В следующую секунду, увидев лезвие ножа, которое вот-вот вонзится мне в грудь. Пытаться увернуться. Я отскочил назад, больно ударившись затылком о стену. Девушка на мгновение застыла, словно не ожидая, что я увижу нереальную угрозу. Хранители боятся смерти? Вот это сюрприз. Девушка выглядела удивленной и, казалось, ее забавляет сложившаяся ситуация. «Откуда у тебя нож?» «А у тебя? Откуда нож?» Ты не ответила на вопрос. А разве не очевидно, я взяла его с собой? Само существование холодного оружия у одной из моих подопечных было невозможным. Во время погрузки бы ее тщательно проверили и изъяли нож. Что-то с ней не так. У тебя бы его отобрали еще на этапе погрузки. Кто, например? Например, твой прошлый хранитель. Ты мой первый хранитель. Это была очередная ложь, я не мог быть ее первым хранителем. В таком возрасте у нее вообще не должно быть хранителей. Это невозможно. Меня зовут Нова, я только сейчас заметила. Ты прав. Она рассмеялась и выронила нож. Тот со звоном упал на землю. Больше никаких вопросов, мне нужно отдохнуть. Проводишь в комнату? Когда будет время, я уберу нож, и сейчас мне нужно поспешить, чтобы успеть выполнить все задачи. Подопечная сказала, что я ее первый хранитель. Было ли это правда? И в конце концов она подтвердила мои слова, что я не могу быть ее первым хранителем. Может, она просто так шутила? Вид у девушки был растерянный, словно она попала в дом впервые. В таком случае, где она провела все эти годы? На какой-то неподконтрольной территории? Нет, быть такого не может. Возможно, они существовали когда-то, в чем я не уверена, но сейчас их точно нет. Если так, то эта девушка была бы не первым моим взрослым подопечным. Откуда тебя забрали? Где ты жила все это время? А где обычно живут люди? Может, в доме? Подопечная пристально наблюдала за моей реакцией, словно ответы уже были известны, и девушка наслаждалась каждый раз, когда получила подтверждение своей правоты. Ты ранее говорила, что я твой первый хранитель. А, хранитель — неотъемлемая часть дома? Может, я и сказала, что ты мой первый хранитель, но ты ведь сказал, что это невозможно. Кто я такая, чтобы спорить? Ты жила на неподконтрольной территории, или ты просто решила пошутить, назвав меня первым хранителем? Девушка впервые выглядела так, будто не знала, что ответить. Некоторое время она молчала, явно обдумывая ответ. Неподконтрольная территория? Сколько тебе лет, что ты веришь в такие сказки, хранитель? Я не говорил, что верю. Тогда что, надеешься, что такое существует? То, что мне доводилось читать о неподконтрольных территориях, было ужасно. Люди страдали и погибали в борьбе, не пойми за что. Они не хотели сдаваться, обрекая свой вид на смерть. Скорее, я надеюсь, что неподконтрольных территорий не существует. Подопечная ничего не ответила, уголки ее губ опустились вниз. Это было единственным, что выдало смену настроения в ее идеально холодном и беспечном образе. Я какое-то время ждал ее ответа, но его не последовало. Окей. Так, 24 года. Нифига себе. У субъекта наблюдается исключительно высокий уровень интеллекта, низкий уровень кортизола в крови. Физически она достаточно сильна и вынослива, сердечно-сосудистых заболеваний не выявлено, инфекции отсутствуют. Примечание. Субъект склонен к лжи и хитростям. Благодаря высокому интеллекту она может легко ввести в заблуждение других, обладает склонностью к манипуляциям. Рекомендации. Рекомендуется избегать прямого общения с субъектом, игнорировать заданные его вопросы. На 555. Я думала, вот это вот она. Я ошиблась. Ну, она из заставки. Оказывается, нет.
Отчет о личном деле 555 лишь подтвердил мои догадки о том, что ей нельзя доверять. Нужно игнорировать любые попытки завести диалог. Самое время отправиться за едой. 555 выглядела истощенно, несмотря на бодрый голос, нужно поторопиться. Но сначала я должен написать номер на табличке. 555 впервые ко мне прислали подопечного с таким номером. Я должен поспешить, чтобы подать еду вовремя. Мой ужин, как обычно, подождет, несмотря на то, что я невыносимо голоден, потребности хранителя не должны быть приоритетными. Моя главная задача — четко следовать указаниям. Нужно отнести питательный рацион номер 235. Такова моя задача. Я не должен ее оспаривать, но разве не логично было бы отнести питательный рацион 555? Казалось, ей это было нужнее, чем остальным. Я отнесу 235. Хорошо, стандартное меню я отнесу остальным, а сам поем, когда закончу оставшиеся дела. Номер 235. Сегодня у вас по расписанию питательный рацион. Не так давно я услышала, что вы привели новую подопечную. Да, вы правы, желаю приятного аппетита. Подождите, у меня есть вопрос. Я поем немного позже, хотелось бы кое-что узнать. Если сейчас в дом прибыл новый человек, кого-то из нас выпустят? Уже несколько лет я не слышала шаги посторонних за дверью. Это внушает надежду, что скоро выберут кого-то для переселения в новый мир. Возможно, может, это будете вы. Поэтому рекомендую соблюдать все правила, чтобы повысить шансы на то, что выберут именно вас. Спасибо, буду стараться. Осталось раздать стандартное меню всем остальным. Как же я проголодался, наконец-то можно поесть. Сегодня я устал больше, чем обычно. Видимо, долгий разговор с 555-й вымотали. Пора идти спать. А пошли за пределы дома снова. Вы нарушили правила. Это тоже повлечет за собой необратимые последствия, как и первый раз. Мне уже дали вторую ачивку за это. Казалось, только вчера я выходил на улицу, тем самым нарушая правила. Но было ли это возможно? Как тогда я оказался в своей комнате? Кто отнес меня туда? Когда я уснул? Почему я вообще уснул на влажной холодной земле среди деревьев и тумана? Я всегда пытался жить по правилам, добросовестно выполнять свою работу. Может, в этом нет никакого смысла в выживании? Какой смысл страдать изо дня в день, жить по чужому замыслу? Ради чего? Чтобы жить жизнь, которую ты не хочешь? Чертов замкнутый круг. Мать говорила, что в тумане нет ничего, что за пределами дома нет ничего, куда можно дойти самому. С детства меня учили, что за нарушение правил я буду наказан. И наказание всегда одно — смерть. Но что, если это ложь? Может, меня просто пытаются запугать, чтобы я был их послушным рабом? Вчера, если память мне не изменяет, я нарушил правила, как минимум тем, что вышел за пределы дома, и сейчас я снова это делаю, и я все еще жив. Может, я смогу просто покинуть этот дом и отправиться в новый мир? Нет, как же мои подопечные? Мне все еще неизвестно, что будет с ними, если я уйду. Бросать их, не знаю, выживут ли они, будет чересчур беспечно и эгоистично. По крайней мере, я должен найти ответы на все свои вопросы, прежде чем уйду отсюда. Возможно, 555-я что-то знала о новом мире, правда, не имею ни малейшего представления, как вести диалоги с такими людьми. Я не понимаю, шутит она или говорит серьезно, не понимаю, безумна она или слишком умна. Черт, снова эта сонливость, как вчера. Значит, то, что было вчера, мне не приснилось. Значит, кто-то из моих подопечных принес меня домой? Нет, это невозможно. Кроме 321-й ни у кого нет сил на подобное. А 321-й никогда бы не стал выходить из комнаты, тем более нести меня на руках. Если никто из подопечных этого не делал, значит, в лесу обитает некто, кто мог это сделать. Кто-то, кто точно знал, в какую комнату меня отнести. Кто-то, кто, очевидно, наблюдал за мной и, возможно, наблюдает сейчас. От этих мыслей мне стало не по себе. Ветер усилился, туман вокруг стал гуще. Я ощущал, как дрожу, а руки покрываются гусиной кожей. Продолжить идти. Я вернулся к подопечным... Я вернусь к подопечным чуть позже, и я их никогда не брошу. Но я должен найти хоть один ответ. Возможно, мне удастся выяснить, что находится за лесом. Может, я смогу увидеть новый мир? Только бы снова не уснуть. Я должен держать себя в руках. Завтра попробую выяснить, что знает 555-й о новом мире и его правительстве. Что это было? Возможно, это тот человек, который отнес меня в постель. Тут кто-то есть? Может не прятаться, я не причиню вреда. Видимо, мне показалось. Это кто? Подойти мне. Мама. Мне дали этот, господи, ачивку, которая называется «Мама». Это так. Еще секунду назад я видел женщину, чудовище, я теперь нахожусь в своей комнате. Судя по ощущениям, я не спал всю ночь, как будто кто-то телепортировал меня сюда. Страх до сих пор сопровождал каждое мое движение, руки дрожали, я чуть не выронил планшет. Тестирование я всегда считал глупой затеей. Результаты тестов мне никогда не сообщали, а по вопросам я не мог понять, что они определяли. Ну, блин, так интересно, давайте еще немножко, ладно. К тому же после этой ночи я не уверен в исправности своего мозга. То ли я правда начал сходить с ума, то ли монстры существуют и обитают в лесу. Звучит как бред, но я был уверен, что вышел из дома, на меня напал призрак или монстр, после чего я открыл глаза и оказался в своей комнате. Может, поэтому в правилах сказано, что дом покидать нельзя.
Правительство нового мира таким образом пытается обезопасить нас. Хорошо, в ближайшее время за пределы дома я выходить не буду, но нужно выяснить, откуда в лесу призраки и почему правительство нового мира ничего с ними не делает. Черт, надеюсь, я не спятил. Надеюсь, происшествие в лесу никак не повлияет на сдачу теста. Никогда не думал о том, что случится, если сдать его плохим результатом. Может, сегодня я это узнаю. Перед тестированием подопечных мне нужно сделать уборку в комнатах 555 и 552. Идем делать. Опа! Ты кто? Я видела тебя в лесу. Охренеть. Мама, ты? Мрачная рваная тень, вплавленная в реальность, царапала дверь полупрозрачными пальцами, воздух дрожал, пропитываясь запахом разлагающейся плоти. Ее всхлипы еще дрожали в ушах, даже когда она растворилась, будто ее здесь никогда не было. Я знал, что все кончено, но страх не отпускал. Что, если я начинаю видеть то, чего нет? Нужно держать себя в руках, видимо, я так испугался в лесу, что разум решил посмеяться надо мной еще раз. Просто представь, что ты не ходил в лес, а не видел того призрака. А если я везде свет выключу? Просто так. Вот у меня нет никакой логики, почему я это делаю, а я это сделаю, прикинь. А все. 555, 552. Уборка. Ага. Крыша едет реально. У меня болит голова. Последние слова боли замерли в воздухе, свист лезвия, и все кончилось в один миг. Кровь растекалась по полу, мертвые глаза, устремленные в пустоту, застали меня врасплох, словно он все еще пытался что-то сказать. Ага, смотри, живой в порядке. Прикол. Зачем 555 устроила такой бардак, столько книг на полу? Брать книги. Что это? Следующий хранитель, слушай меня внимательно. Во-первых, в лесу спрятаны мои записи. Не заходи далеко, они находятся за вторым деревом справа от дома. Только там они их не найдут. Во-вторых, тебе нужно придумать, как сбежать отсюда. В-третьих, подопечные, отправленные в подвал, умирают, но даже не думай спасать их. Без четкого плана у тебя ничего не получится. Тебя убьют первым, а твое место займет новый хранитель, который будет слепо отправлять их на смерть. От прочитанного у меня затряслись руки, сердце защемило, и я начал глубоко дышать, пытаясь насытить тело кислородом. Столько лет я убирался в этой комнате, ни разу не наткнулся на проклятый листок. Если это действительно записи прошлого хранителя, значит, я отправил на смерть 6 детей. Нужно найти упомянутые записи. Возможно, прошлый хранитель знал, как все это остановить. Может, он знал, как выбраться из этого дома. Вот только как мне выйти в лес? Если чтение или уборка заставляют тебя корчить такие гримасы, может, тебе лучше этого не делать? 555-я прервала размышления о прочитанном и с тревогой заглянула мне в глаза. Что там написано? Там было написано, что все мои подопечные погибают. Я не мог сообщить девушке о подобном. Нужно сначала все проверить, найти записи прошлого хранителя, найти способ выбраться из этого дома и спасти 555-ю. Просто записка от подопечного, который жил здесь. Это была девушка? Тон 555 звучал с издевкой, а подобный вопрос заставил меня покраснеть, словно мне было чего стыдиться, словно я переживал, что она и правда так подумает. Она оставляла тебе любовное послание? Девушка рассмеялась. У моих подопечных нет пола, я как хранитель не имею права испытывать чувства. То есть девушка все-таки была, ты просто не признаешь, что способен на чувства. 555 снова рассмеялась. Во-первых, здесь только дети. Во-вторых, если я правильно понял, ты говоришь о романтических чувствах, за пределами нового мира они запрещены. Впрочем, в них нет надобности уже давно. Раньше любовь нужна была, чтобы выбрать партнера, с которым заведешь потомство. Женщины больше не рожают детей, и понятие семьи осталось только в старых книгах. Я был раздражен, сам не понимаю почему. Мой голос звучал громче и резче, и я поспешно замолчал, осознавая, что веду себя некорректно. Девушка какое-то время пораженно смотрела на меня, а потом тихо произнесла. Меня родила мама. Сама, без технологий. Но все в этом мире так... Не все в этом мире так, как ты думаешь. На слове «мама» ее голос дрогнул. Казалось, это был тот редкий случай, когда 555-я теряла самообладание. Я был ошеломлен и растерян, глядя в глаза девушки, боялся расспрашивать ее о маме. Мне было страшно, что 555-я окончательно потеряет самообладание, и я увижу ее слезы. Не верилось, что в нашем мире женщины рожали сами. Мать мне рассказывала совсем другое. Если задуматься, та, кого я называю мамой, была просто женщиной, которая меня кормила и учила. Иногда я вспоминал о ней с тоской, иногда радовался, что живу один. Но мой голос ни разу не ломался при упоминании прежней жизни. Прости, не знал. Меня учили совершенно по-другому. Если учили другому, чего так запросто поверил мне? Ты настолько наивен, что меня это злит. Так ты это придумала? Она скрестила руки на груди и недовольно покачала головой. Ты невероятно раздражающий хранитель. С меня хватит вопросов, решай сам, правду я сказала или нет. Я выхожу из комнаты.
Нужно взять себя в руки и найти комнату 454-552, где должен передать подопечным планшет, чтобы они прошли тест. А что свет включен? Я же его выключила. Так. Сегодня я должен передать вам тест. Его сейчас необходимо пройти. О, тестирование. Блин, дело в том, что как бы хочется до конца демку пройти вроде, а вроде она долгая, я грыбу. Все готово. Это какой-то новый тест, вы его раньше не давали. Сложно было? Некоторые изображения мне напоминали то, что я уже где-то видела, но я не могу вспомнить где, поэтому действовала наугад. Надеюсь, я не провалила его. Кажется, я его провалил. Это как-то отразится на моем личном деле? Не совсем. Уверен, что это Не совсем уверен, что это навредит вашей жизни в новом мире. Почему вы думаете, что провалили тест? Ну, я не силен в картинках и не понимаю, с чем эти абстракции могут быть связаны. Думаю, вам не о чем переживать. В конце концов, результат не так важен, как понимание изменений для вашего для вашего эмоционального состояния и интеллекта. Я понял. Спасибо. Теперь моя очередь проходить тест. Было бы интересно узнать, как правительство нового мира использует полученные данные. Пожалуй, я смогу лучше сосредоточиться, находясь в своей комнате. Мне небезопасно находиться здесь. Так, давайте пройдем тест. Это я люблю. Тут мы видим монарха. Да, понятно, что ничего не понятно. Плохая идея действовать наугад. Тут лицо. Это руки. А, не, подожди, название картин мы помним? Я не помню название картин. Я грабу. Мольба, нет? Или руки? Я не помню, какое название картины было. Кажется, я провалю этот тест. Может, стоит поискать в доме какие-то подсказки? Да, срала, мазала. Извините. Это свет, это тень, это тень, это тень. Это пейзаж. Мужчина в шляпе. Наказание. Преступление. Портрет. Существо. Я буду наугад тыкать, ничего не знаю. Люди. Демоны. Ангел. Ангел. Это у нас, конечно же, сад. Тест завершен, будет отправлен на проверку. Отлично. Пришло время прощаться с 321. Я, провалила тест, поняли? Я искренне надеюсь, что в той записке была ложь. Даже если нет, что я могу сделать? Если я его не отправлю в подвал, вероятнее всего меня убьют. Новый мир 321. А, ну пошли посмотрим сейчас. Прекрати. Меня кокнули. Растительность, окружавшая домохранителей, была изменена на молекулярном уровне, что привело к выделению токсичного вещества, аналогичного алкалоидам, вырабатываемым грибами рода клавицепс. Деревья и кустарники были заражены модифицированным грибком, который адаптировался к симбиозу с растениями, что позволило ему распространять токсин в воздухе. Токсин накапливается в организме, вызывая психоэмоциональное расстройство. На ранних стадиях появляется паранойя, спутанность сознания с увеличением дозы, галлюцинации, дезориентации, головокружения. В редких случаях возможно летальное отравление. А, да. В конце концов, все мы стали деревьями. И все, и так заново. И так снова и снова. Да. Ну, прикольная игра, прикольная поиграла 100%. Вот это мне прям очень интересно, очень прикольно выглядит. Это я собираюсь играть потом. Возможно, если когда она выйдет, я бы даже ее прошла на запись, кстати, а почему нет? Да, я думаю, что стоило бы. Пишите, как вам. И спасибо вам, твинчата, за просмотры. Не забудьте подписаться на канал, на Инстаграм, на Твич, а также ставьте лайки, оставляйте комментарии и кликайте на колокольчик. Всем отличного настроения и до встречи в следующих видео.